В Арктике выдался погожий зимний денек, мороз, безветрие и низкое северное солнце. Сегодня погуляем по нашей деревне, настоящей, поморской, которая без малого 600 лет стоит себе на берегу холодного Белого моря. Если вы на моем канале впервые, это моя Севериата. История жизни в доме на берегу озера в русской Арктике. Добро пожаловать за полярный круг! Вдоль высокого берега быстрой порожистой речки тянется жемчужная нитка основательных седых домиков. Словно суровые северные ветры выдули с них краски, они стали такими же серебристо-серыми, как вековые елки и сосны, что их породили и окружают. Поморская деревня на Белом море – явление самобытное и уникальное. Вся жизнь вокруг моря и реки. Сотни лет селились рыбаки вдоль богатых рыбой и морским зверем берегов Северного моря, организуя все более обширные хозяйства на тонях. Тонями у поморов по сей день называются промысловые участки с избой на деревянных сваях, где проводят весь рыболовный сезон. Постепенно тони расширялись, обрастали постройками и новыми людьми и превращались со временем в целые деревни. Еще живут деревеньки, курятся дымком русских печек, прижимаются своими серыми боками к воде. В прежние времена серебрились между домиками карбаса, традиционные гребные парусные поморские лодки, с легкостью переносящие путешествия по штормовым северным морям. Теперь все лодки прячутся по своим сараям, отдыхают до весны. Берега скованы льдом и прикрыты сугробами, но надежность их обманчива. Течение в нашей реке сумасшедшее, оно подмывает лед и откалывает от него целые пласты. На море дело и того серьезнее. Дважды в сутки на Белом море происходят приливы и отливы, поэтому местами то, что полчаса назад казалось надежным ледяным полем, вскрывается и плещет морской волной. Северным поморским избам стоит уделить особое внимание, поскольку сооружения эти уникальны, их ни с чем не перепутаешь. Они очень выделяются среди деревенских домов остальной части страны, в первую очередь размером. Дома на севере строили большими, иногда очень большими. Было это связано не с желанием большого простора для жизни, а все с тем же суровым климатом. Из-за холода хозяйственные постройки примыкают к задку, тыльной стороне дома, объединены одной крышей со всем домом. Это настоящая усадьба, дом-двор под единой кровлей. Поведь или сарай-сеновал часто был приподнят над землей с воротами и широким въездом, взвозом, настилом для телеги, сразу на второй уровень. Выделяются поморские дома и своей архитектурой. Каждый дом высоко сидит на своем месте, а все благодаря высокой подклете, нижней нежилой части дома, служившей не только хозяйственным нуждам, будучи амбаром или хлевом, но и создававшей прослойку между холодной почвой и жилой избой. Пол, и без того приподнятый из-за подклети, был двойным, с прослойкой земли.
Двойной же потолок утепляли, промазывая глиной и перекладывая мхом. Крыша по конструкции могла выдерживать штормовые ветра, лед и большой слой снега. Резные украшения фасадов, частей кровли, наличников у Кольских поморов не приняты. Жизнь здесь более суровая, чем даже в Архангельской области, в другой земле Беломорья. И мужчины всегда подолгу отсутствовали, занятые на рыбном и зверобойном промысле. Не до резьбы. А вот такие палки, приставленные к калитке снаружи, зачастую составляют единственные местные запирающие устройства. На Беломорье воровство долгое время отсутствовало вовсе. Двери не запирались, достаточно было приставить такую палку, чтобы посторонние не входили. Да и сейчас места здесь безопасные. Деревня, все у всех на виду. Прогулка по деревне – это как особый вид медитации. Белые снега хрустят под ногами. Здесь говорят: снега у нас чистые, как с небес упали, так и лежат, не затоптанные, не заезженные. Постукивает дятел, потрескивает на морозе дерево. Хозяева чистят снег возле домов, все здороваются, все прибрано, опрятно, тянет дымком от растопленных печек. Мудрое устройство дома отражает мудрое устройство жизни на русском севере. Люди здесь жили долго, трудились хорошо и любили свой край. И река сбегает к морю, как и сотни лет назад, а семга с серебристым бочком стоит себе в этом потоке, укрывшись за камнями, в ожидании момента, чтобы устремиться вверх по течению. А для чего? Посмотрите по ссылочке здесь, если не видели. По сей день загадные лучи скупого северного солнца отражаются в невеликих окошках поморских изб, и глядят они порой радостно, порой грустно, но всегда с надеждой на реку и в море, которые полтысячелетия кормят людей и дают смысл человеческой жизни.